Всем доброго раннего утра. У нас 4 утра почти. Ну вот, показываю. На всякий случай. Некоторые спят и ядом дышат. До утра не могут никак дождаться, чтобы проснуться и какую-нибудь хрень присобачить к Ютубу и радоваться своей пустой жизни. А я работаю, представляете? Вот это и есть секрет моего успеха. Если все хотят этот секрет знать, то я вам говорю. У меня есть на канале персидская притча, называется «Волшебное перо». Можете как-нибудь просмотреть, в чем секрет успешности человека. В том, что много работает. Таланта недостаточно. Много талантов зарыты в землю, так про них и забыли. Талант нужно еще и подпитать работой, трудом. Представляете? Итак, как обещала, сегодня с этим алтарем будут 3 ритуала. Еще один, уже заплетать язык. Еще один ритуал. Значит, 4 менялы. Это для привлечения клиентов. Опять же, для людей, которые занимаются своим делом. Очень много людей сейчас занимаются своим делом, поэтому я думаю, что очень многим это поможет и пригодится. Что нужно делать? Утром встаете, если работаете дома, начитывайте дома. Если на работе, начитывайте на работе. Становитесь в какой-нибудь комнате и читайте 4 раза, поворачиваясь каждый раз на одну из сторон света. Вот вы повернулись на юг, почитали, на запад прочитали, вот так вот. Из 4 сторон света вызывайте эту удачу. И весь день вам некогда будет присесть. Столько будет народу. Итак. Да, хочу сказать, что этот заговор я как-то подарила девочкам, которые работали в кафе. Заходила как-то в это кафе, тихо, спокойно, никого нету. Я говорю, а что у вас так никого нет? Ну, не знаем. Вот уже сами думаем, может быть, мне, то есть нам новую работу поискать. Что-то здесь клиентов нет, ничего нет. Они же, зарплата зависит от процентов. Ну, в общем, грустные такие все. Я говорю, девочки, давайте записывайте, что вам нужно читать. Взяла с телефона, продиктовала, записали. И через несколько дней, когда пришла, там места не было сесть. Я пожалела первый раз в жизни, что я помогла. Потому что это было такое тихое место, и мне так нравилось. Сидела себе спокойно. А потом уже просто некуда было присесть. И она говорит, прям весь день у нас народу тьма. Я говорю, не жалуйтесь, иначе меньше станет. Так что вот, собственно говоря. Поворачивайтесь на каждую из сторон света, по одному разу читайте. Все, больше ничего не надо. И еще раз говорю, для тех, кто хочет понять, как откупиться, что делать. Дает вам судьба возможность. С кем-нибудь поделитесь, 100 рублей где-нибудь отдайте. У какой-нибудь бабушки купите, я не знаю, всю зелень. Даже если она вам не надо, купите, кому-нибудь отдадите. Покормите на улице кошек и собак и так далее. То есть делайте доброе дело. Добрым делом откупайтесь. Итак, начинаем. 4 менялы. Издревле на Руси очень чтили менял. Купцы менялы. Но я хочу вам сказать, что менялы это не только люди, которые меняли деньги, там различные эквивалент денег, да, купюры и прочее. Менялы еще назывались люди, которые меняли, например, шкуры на мед, какие-то заморские продукты или какие-то заморские товары на меха, на шелка, на меды, как их тогда называли. То есть это люди, те же самые купцы, тоже, только более высокого калибра. И вот 4 менялы. Это очень сильный ритуал, очень.
Поэтому применяйте. И вы сами увидите. И еще раз напоминаю тем, кто хочет написать или лучше голосовое отправить Яне насчет ритуалов и насчет результатов. Отправляйте, я на днях снова буду снимать. У меня опять накопилось. Просто напишите Яне, что это насчет действия ритуала. И голосовой отправьте. И вот это, вот мне просто интересно, вот эти 4 менялы, когда вы прочитаете, какое у вас потом будет мнение об этом ритуале. Я думаю, что он вас очень приятно просто ошарашит. Поехали. Читать следующие слова. Да, единственное предупрежу, на работе или в кабинете, или там, где переодеваетесь, только не в туалете читать это. Просто нельзя такие ритуалы в таких местах читать. Ну, это на всякий случай, потому что меня спрашивали, единственное свободное место, там можно читать? Нет, вот там нельзя. Итак, начнем. Да, и напоследок еще скажу. Лучше читать на рабочем месте, чтобы много было клиентов. Дома прочитайте, будет не такой эффект, как на работе. Прям там, на этом месте нужно призывать эту энергию удачи. Все, начнем. Из 4 дорог шли-дошли 4 богатые менялы. Возле денежной палаты стали, с мешком денежки достали. Считают их и меняют, товар продают и покупают, и деньги к ним рекой притекают. Я пойду к ним, поклонюсь и удачу попрошу. Первый меняла удачу подарит, второй меняла деньгами одарит, третий меняла везением наградит, а четвертый меняла мешки с деньгами мне отдаст. Денежные мешки от менял забрала, домой принесла, своим раздала. Кушать и одеть всегда есть и будет, да еще и деньга накопится. Истинно так, заклято. И еще раз. Немного устала, поэтому медленно читаю, но я думаю, что ничего страшного. Вот именно кушать и пить всегда будет, еще деньги накопятся. И вы удивитесь, откуда столько всего пришло, что я все, что надо, себе купила, еще и осталось. Еще раз начнем. С 4 дорог шли-дошли 4 богатые менялы. Возле денежной палаты встали, с мешков денежки достали. Считают и меняют их. Товар продают и покупают. И деньги к ним рекой притекают. Я пойду к ним, поклонюсь и удачу попрошу. Первый меняла удачу подарит, второй меняла деньгами одарит, третий меняла везением наградит, а четвертый меняла мешки с деньгами мне отдаст. Денежные мешки от менял забрала, домой принесла, своим раздала. Кушать и одеть всегда есть и будет, да еще и деньга накопится. Истинно так, заклято. С 4 дорог шли-дошли 4 богатые менялы. Возле денежной палаты встали, с мешков денежки достали. Считают их и меняют, товар продают и покупают. И деньги к ним рекой притекают. Я пойду к ним, поклонюсь и удачу попрошу. Первый меняла удачу подарит, второй меняла деньгами одарит, третий меняла везением наградит, а четвертый меняла мешки с деньгами мне отдаст. Денежные мешки от менял забрала, домой принесла, своим раздала. Кушать и одеть всегда есть и будет, да еще и деньга накопится. Истинно так, заклято. С 4 дорог шли-дошли 4 богатые менялы. Возле денежной палаты встали, с мешков денежки достали. Считают их и меняют, товар продают и покупают. И деньги к ним рекой притекают.
Я пойду к ним, поклонюсь и удачу попрошу. Первый меняла удачу подарит, второй меняла деньгами одарит, третий меняла везением наградит, а четвертый меняла мешки с деньгами мне отдаст. Денежные мешки отменял, забрала, домой принесла, своим раздала. Кушать и одеть всегда есть и будет. Да еще и деньга накопится. Истинно так, заклято. Ну что ж, дерзайте, читайте и процветайте. А я напоследок прочитаю. Сегодня написала женщина под роликом, кажется, «Удача армянского купца», если я не ошибаюсь. Сейчас найду и прочитаю вам. Угу. Да, вот. Ой, вот ее пост. Здравствуйте, уважаемый Инга. У моего мужа 4 интернет-магазина. Он проводит ваши необыкновенный ритуал уже год. И сейчас он пригласил на работу еще 16 человек, так как они физически просто не успевают выполнять все заказы. Так как он очень обязательный человек, все должно быть выполнено точно в срок, который он обещал клиентам. Огромное вам спасибо за все, что вы делаете для нас и для всего человечества в целом. Дай Боги вам всего самого наилучшего и доброго. Я врач и думала, куда уж выше, но в прошлый четверг меня определили на должность главврача челюстно-лицевой хирургии. Ура! Поздравляю вас, Марина. Это к тем людям, которые бюджетники и говорят, а нам-то что, нам-то ничего. Вот, пожалуйста. Вам-то что? Вам продвижение по службе. И это тоже нормально. Вы представляете, 16 человек нужно платить зарплату. Это значит, человек настолько успевает, настолько преуспел, что ему это не в тягость. Он еще людей пригласил, чтобы успеть с этим всем. Вы понимаете, что я помогаю людям через эти работы просто жить хорошо. Вот в семье просто жить в достатке. Вот и все. И это самая главная миссия. Помочь людям жить хорошо, спокойствие, найти любовь, найти понимание всего. Кроме всего прочего, есть очень важный аспект в моей работе. Это ответить на очень важные вопросы. Дать ответ на те вопросы, которые люди ищут всю жизнь. Почему я здесь? Что я здесь потерял? Почему именно сейчас родился? А что будет дальше? И так далее. Это очень важно. Важно знать, что будет после твоей жизни. Важно знать, кто руководит мирозданием. Важно знать, какие есть законы этого мироздания, что такое добро и зло. И прочее, прочее, прочее. И все эти темы, которые я раскрыла. Я считаю, что это самое важное, что должно было быть. И вы знаете, дорогие друзья, не зря я родилась в этот жестокий, тяжелый век. Я очень много работаю, чтобы мало думать о том, что происходит на моей исторической родине, чтобы мало думать о том, сколько людей подлых вокруг нас живет и так далее. Меня работа спасает на самом деле. Ну и не только для этого работаю, но это тоже составляющая часть. Мне кажется, если бы я родилась, может быть, на 100 лет назад, не так уж была бы я востребована. Потому что тогда вроде была царская Россия, более-менее люди богато жили, у них были имения, им платили налоги и прочее. Такие люди, как я, должны рождаться именно вот в самые-самые сложные времена для человечества, чтобы просто стать таким, как сказать, спасительным кругом. Их работа, их деятельность. Не только я. Знаете, люди бывали, пели, ездили по фронтам, давали дух, давали силу, да, бойцам. То есть вот подобные мне люди, они должны рождаться в самые тяжелые времена для того, чтобы поддержать народ и не дать упасть духом, наверное, своим примером еще. И если помните поговорку, изречение, мудрость, как хотите, древних индийцев американских, напоследок прочитаю. Тяжелые времена рождают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена рождают слабых людей. Слабые люди создают тяжелые времена. Вот слабые люди создали тяжелые времена. Потому что сильные люди создали хорошее время. Времена Союза, когда
было изобилие, когда процветало. Да, были свои проблемы, не спорю. Но в любом случае люди были добрее, достойнее, мудрее. И вот выросли они в такие хорошие времена, изобильные, спокойные. Выросли они слабаками, развалили, уничтожили все, что у них было в детстве. И вот потом пришлось прийти в этот мир сильным людям, чтобы это все расхлебывать, исправлять и ставить на свои места. И вот те самые тяжелые времена, которые рождают сильных людей. И вот мы с вами, сильные люди, должны будем сделать хорошие времена, невзирая на то, что они тоже опасны для наших поколений. Но надеюсь, что наши поколения будут более разумные, чем предыдущие. Всем удачи, процветания, живите, радуйтесь, работайте, не ждите ни от кого, ни от государства, ни от соседей, ни от близких, ни от родных. Меня поражает, когда люди пишут: вот у меня плохие отношения с родственниками. Послушайте, родственники, которые со мной в плохих отношениях, они мне больше никто. Я с ними общаться не собираюсь, и уж тем более переживать. Просто взрослейте немного душой, взрослейте. Плохие отношения, не общайтесь, все. В этом не вижу трагедии. Трагедия, когда люди лишают своих детей, своих домов. Трагедия, когда разрушаются устои, истории. Вот это трагедия действительно всенародная. А то, что вы говорите, детский сад. Реально детский сад. Вот сосед не так посмотрел, Вася не позвонил в 5 часов, как обещал. Ну, вы просто настоящие трагедии не видели, поэтому для вас это всякая ерунда, это трагедия. Все. Всем удачи и всех благ.